Привет, друзья! Сегодня мы отправимся в одно из самых загадочных мест на планете – Антарктиду. Этот ледяной континент, покрытый километровыми слоями льда, хранит тайны, которые будоражат умы ученых, исследователей и любителей мистики. От странных объектов на дне океана до легенд о морских гуманоидах и даже призраков прошлого, Антарктида словно магнит для необъяснимого. Давайте разберемся, что же скрывается за этими историями, и попробуем отделить факты от вымысла. Начнем с одной из самых интригующих загадок XX века – так называемой антенны Эленина. В 1964 году американское исследовательское судно USNS «Эленин» проводило работы в Тихом океане, недалеко от антарктического шельфа. Во время сканирования дна сонар зафиксировал нечто странное – объект, напоминающий гигантскую антенну высотой около 30 метров. Его форма была слишком правильной, чтобы быть природным образованием, а материал, судя по данным, не походил ни на один известный минерал. Ученые сразу исключили, что это могла быть скала или коралл. Слишком уж все выглядело искусственно. Эта находка моментально породила волну теорий. В эпоху Холодной войны многие думали, что это секретная советская или американская установка, но ни одна страна не взяла на себя ответственность. Тогда заговорили об инопланетянах. Ведь если это не человеческая технология и не природное явление, то что? Представьте, на дне океана в полной темноте стоит огромная структура, которая, возможно, посылает сигналы в космос. Звучит как сценарий фантастического фильма, правда? Позже появилась более приземленная версия. Некоторые биологи предположили, что это могла быть редкая глубоководная губка, известная как корза. Эти организмы иногда образуют сложные структуры, напоминающие что-то рукотворное. Но вот загвоздка. Даже самые крупные губки редко превышают пару метров в высоту, а тут 30. К тому же губки не излучают сигналы, которые фиксировал сонар. Споры продолжаются до сих пор, а объект так и не удалось изучить ближе. Слишком глубоко, слишком дорого, слишком много вопросов. Что думаете вы? Инопланетный маяк или просто необычная губка? Напишите в комментариях. Теперь перенесемся на сам континент, в ледяные пещеры Антарктиды. Под ледником Досон ученые обнаружили целую сеть туннелей и полостей, созданных теплыми течениями, которые медленно вырезают лед, словно природный скульптор. Эти пещеры, как подземные дворцы, сталактиты, сталагмиты, зеркальные стены, отражающие свет фонарей. Но это еще не все. Вулкан Эребус, один из самых активных в Антарктиде, добавил к этой истории еще больше загадок. Внутри его подледных пещер, где температура достигает плюс 25 градусов Цельсия, благодаря геотермальной активности, ученые нашли следы ДНК, которые не соответствуют ни одному известному организму. Это не шутка. В этих теплых, влажных полостях, окруженных вечным льдом, могут жить совершенно новые виды бактерий, грибов или даже более сложных существ. Представьте, под километровым слоем льда скрывается экосистема, о которой мы ничего не знаем. Это как найти жизнь на Марсе, только прямо у нас под носом. Но что делает эту находку особенно интересной, так это ее значение для науки. Если в таких экстремальных условиях возможна жизнь, то почему бы ей не существовать, скажем, подо льдом Европы, спутника Юпитера? Антарктида становится своеобразной лабораторией для астробиологии. Однако есть и вопросы. Что, если эти организмы опасны? Ведь мы уже знаем, как таяние льдов может разбудить древние вирусы. Стоит ли нам копать глубже, или лучше оставить эти пещеры в покое? Как считаете? Теперь давайте поговорим о чем-то более человеческом, но не менее странном. В 1958 году советские исследователи совершили настоящий подвиг. Они добрались до полюса недоступности, самой удаленной точки Антарктиды, куда не ступала нога человека. И что они там сделали? Установили бюст Владимира Ленина. Да, вы не ослышались. Посреди ледяной пустыни, где температура падает до минус 60 градусов Цельсия, стоит бронзовая голова вождя революции. Сегодня этот бюст наполовину занесен снегом, но все еще торчит из сугроба, как символ ушедшей эпохи. Для советских ученых это был жест триумфа, демонстрация силы в разгар Холодной войны. Но со временем вокруг памятника начали появляться мистические легенды. Некоторые исследователи, работавшие неподалеку,
Рассказывали о странных звуках, похожих на шепот, или о чувстве, будто за ними кто-то наблюдает. Есть даже байка, что дух Ленина бродит по Антарктиде, охраняя полюс недоступности. Конечно, это скорее фольклор, чем правда. Но такие истории показывают, как Антарктида влияет на людей. Здесь, в полной изоляции, где день и ночь сливаются в одно, человеческое воображение начинает рисовать удивительные сюжеты. И все же бюст Ленина остается уникальным артефактом, напоминанием о том, как далеко может зайти стремление человека оставить свой след. Интересно, что бы сказал сам Ленин, узнав, что его бюст стоит в самом сердце ледяного континента? Теперь вернемся в далекое прошлое, на 95 миллионов лет назад. Представьте Антарктиду не как ледяную пустыню, а как зеленый, теплый континент, покрытый лесами и реками. Тогда она была частью суперконтинента Гондвана, связывая Южную Америку, Австралию и Африку. И по этим землям бродили динозавры. Да, в Антарктиде находят их окаменелости. Например, диамантинозавр – гигантский травоядный ящер, чьи кости обнаружили в 2000-х годах. Эти находки переворачивают наше представление о прошлом. Антарктида была не просто домом для динозавров, но и своеобразным мостом, по которому они мигрировали между континентами. Ученые считают, что климат тогда был похож на современную Аляску. Теплое лето, но длинная полярная ночь. Как динозавры справлялись с месяцами темноты? Возможно, они впадали в спячку или мигрировали на север. Это еще одна загадка, которую Антарктида пока не раскрыла. Но самое поразительное – это то, как эти окаменелости сохранились. Лед Антарктиды действует как природный холодильник, защищая кости от разрушения. И кто знает, что еще скрыто под толщей льда? Может, там ждут своего часа останки неизвестных видов или даже целые замороженные экосистемы? Это как археологический сейф, который мы только начинаем открывать. Теперь перейдем к одной из самых жутких легенд Антарктиды – истории о нингенах. С 2002 года японские рыбаки и исследователи начали рассказывать о странных существах, замеченных в антарктических водах. Их описывают как гигантских гуманоидов длиной 20-30 метров, с бледной кожей и без лиц. Только гладкая поверхность вместо глаз, носа и рта. Звучит как кошмар, правда? Название нинген переводится с японского как «человек». Но эти создания больше напоминают морских чудовищ. Некоторые очевидцы утверждали, что видели, как они плавают рядом с кораблями или даже поднимают верхнюю часть тела над водой, словно наблюдая. В интернете даже появились размытые фото, но, конечно, ничего четкого. Ученые настроены скептически. Большинство считает, что нинген – это миф, возможно, вдохновленный легендами о кракене или других морских монстрах. Другие предполагают, что люди могли видеть айсберги странной формы или редких морских животных, вроде гигантских кальмаров, чьи щупальца в темноте выглядят как руки. Но вот что интересно. Антарктида – одно из наименее изученных мест на планете. Мы знаем больше о поверхности Луны, чем о глубинах ее вод. Так что, может, нинген – это не просто выдумка? Или это наша фантазия, пытающаяся заполнить пробелы в знаниях? Еще одна история, от которой мурашки по коже, связана с заливом Уэйлерс на острове Десепшн. Когда-то здесь работала китобойная станция, но в 1930-х годах она была заброшена. Сегодня это место выглядит как декорация к фильму ужасов. Ржавые котлы, разбросанные кости китов, пустые бараки, покрытые льдом. И, конечно, слухи о паранормальном. Исследователи, ночевавшие на станции, рассказывают о голосах, доносящихся из пустоты, о тенях, мелькающих в окнах, и даже о фигурах, напоминающих старых китобоев. Один ученый утверждал, что слышал, как кто-то топает по снегу, но следов не нашел. Антарктида вообще рекордсмен по количеству призраков на душу населения. Почему? Возможно, из-за суровых условий, в которых погибали исследователи, или из-за психологического давления. Изоляция, холод и полярная ночь могут свести с ума кого угодно. Но есть и другая версия. Антарктида – это место, где границы между реальностью и чем-то иным становятся тоньше. Некоторые эзотерики верят, что лед хранит память о прошлом, как магнитофонная лента. Наука, конечно, это не подтверждает, но такие истории заставляют задуматься. Что, если мы просто не все понимаем? И напоследок, ледяные пирамиды и горы-призраки. Под толщей льда Антарктиды скрыты целые горные хребты, например, Гамбурцево, которые по размерам не уступают Альпам. Эти горы никто не видел своими глазами, их обнаружили с помощью радаров. Но самое странное – это слухи о пирамидах.
В 2010-х годах в интернете появились снимки, на которых якобы видны правильные геометрические структуры подо льдом. Конечно, ученые говорят, что это просто скалы, обработанные ледниками, но теории заговора не утихают. Кто-то считает, что это следы древней цивилизации, существовавшей до ледникового периода. Другие идут дальше и говорят об инопланетных базах. Звучит безумно, но давайте подумаем. Антарктида была свободна ото льда миллионы лет назад. Что если там действительно жили разумные существа? Или это все-таки игра природы и нашего воображения? Итак, что мы имеем? Антарктида — это не просто ледяной континент. Это место, где переплетаются наука, история и мистика. От антенны Ленина до невиданных организмов в пещерах Эребуса, от бюста Ленина до легенд о нингенах, каждая история заставляет нас задавать вопросы. Что скрывается подо льдом? Следы инопланетян, новые формы жизни или просто отголоски человеческой фантазии? Я оставлю этот выбор вам. Напишите в комментариях, какая из этих тайн зацепила вас больше всего и во что вы верите. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Антарктида еще не раскрыла все свои секреты, и мы обязательно вернемся к этой теме. До встречи в следующем видео.